Сегодня мы разберем полную историю персонажа Ями Сукихира, капитана аномального отряда Черных Быков, одного из основных персонажей тайтла Черный Клевер, скрывающий в своем прошлом мрачную историю. Сегодня мы разберем его прошлое, нынешнее время и спросим у искусственного интеллекта мнение о его будущем. И скажу так, ответ убил. И я не шучу. Ну а также напоминаю, что прочитать свою любимую манху Манхуа вы сможете на remanga.org. Здорово, ребятки анимешники, у микрофона Зик. А вот ребята, которые оставили свой коммент под прошлым роликом. Ну а мы начинаем. Скучаешь по Черному Клеверу и не знаешь, чем себя занять, пока ожидаешь новую главу? Тогда переходи на Discord сервер по Черному Клеверу Era of Gold Clover, где ты не только пообщаешься с фанатами Клевера насчет сюжета или теории этого тайтла, но и создашь собственного персонажа, наделишь его магией, вручишь гримуар и завербуешь его в рыцарский орден магов для того, чтобы ты смог принять участие в РП активностях на сервере и получать за это награды для прокачки статов своего юнита. Впрочем, можно выбрать и каноничного персонажа. На сервер также добавлен удобный бот, благодаря которому ты сможешь проверить свой инвентарь и характеристики. Встроенная экономика поможет тебе за заработанные клевер-коины обзавестись уникальным лутом для улучшения персонажа и последующего прохождения заданий. Начни свои приключения вместе с Era of Gold Clover. Ссылку ты найдешь в описании и закрепленном комментарии. В данном ролике хронология истории Сукихира будет отличаться от манги, поскольку я структурирую ее от самого начала пути этого персонажа и до нынешнего времени. История Ями Сукихира начинается далеко за пределами материка с 4 королевствами, в стране восходящего солнца. Родился он на краю страны Хина, в регионе Госю. Сукихира является вторым ребенком главы клана Ями, рода наемных убийц, известных в прошлом как Киджины. У него была мать, похожая на его младшую сестру Ичику, и пьянчуга-отец, напрочь забивший себе голову об утрате потенциала могущественного клана. Именно родителей нам так и не раскрывали, но известно, что его мать скончалась при родах Ичики. Поскольку эпоха войн в стране восходящего солнца давно была окончена, а защита региона Госю становилась все менее востребованной, ранее воинственный клан пришел в упадок, занявшись в конечном итоге рыболовным делом. Но такой исход никак не устраивал отца нашего Кэпа, поэтому глава клана решил использовать Они-таблетку, тайное средство, передаваемое поколениями, чтобы восстановить могущество их рода. В этот момент жизнь Ями кардинально изменилась на до и после, ведь весь его клан буквально в одно мгновение был полностью уничтожен. Причиной этого была та самая Они-таблетка, пробуждающая скрытую силу потомков Киджина. И мощь эта, вероятно, принадлежит совершенно не этому миру, а исходит от преисподней. Подробнее на эту тему я говорил вот в этом ролике. Тем же, кто истребил весь клан, была Ичика, тело которой как будто захватила иная сущность. Остановить ее тогда не смог никто, даже сам глава клана, который и вынудил свою дочь выпить эту Они-таблетку. Однако Ями, в свою очередь, все-таки смог что-то предпринять, чтобы остановить младшую сестру, спасая ей жизнь. Подробности этого нам пока все еще неизвестны, но это в конечном итоге вынудило его покинуть родную страну, после чего он оказался выброшенным на берег около границы королевства Клевер. И это явно никак не может соответствовать словам Сукихира о том, что его лодка во время рыбалки якобы попала в шторм и, потерпев крушение, он оказался на неизвестном ему материке. Ями, конечно, резок в своих высказываниях, но он явно бы не пошел рыбачить после того, как в его родном доме произошла жуткая резня. Вот только страдания Сукихира на этом не закончились, ведь в новой стране он столкнулся с неприятием нового общества, поскольку жители Клевера недолюбливали чужеземцев ровно так же, как это было и в его родной стране. Некоторые даже пытались избить Ями, но тот с детства был хорошо обучен боевому искусству благодаря тренировкам отца, из-за чего все обидчики были сами избиты.
убиты. И на их удивление, в возрасте 15 лет презираемый ими чужеземец был выбран гримуаром Клевера. Раскрытие общественности необычной магии Цукихира привело к знакомству с Юлиусом Новокрона, который был поражен магией тьмы, что совсем не удивительно, ведь по факту Ичика и Ями, скорее всего, были единственными обладателями такого атрибута во всем человеческом мире. Эта же уникальная магия привела к знакомству с еще одним человеком, Нахтом Фаустом, с которым он неплохо так подружился из-за схожести во взглядах. Вот только Юлиус своим влиянием завербовал Цукихира в ряды рыцарского ордена, известного сейчас как Аквамариновый олень. Там он уже повстречал Моргена Фауста, став лучшими напарниками и по уши погрузившись в работу рыцарей-мага. Но эта занятость привела к тому, что Ями не замечал, что начало происходить с Нахтом, а узнал он это все только тогда, когда уже ничего нельзя было изменить. Ведь погиб Морген, пытаясь спасти своего брата. Его смерть стала для него большим ударом, из-за чего Ями покинул орден Серого Оленя и основал свой рыцарский орден Черных Быков. Будто для того, чтобы исправить несправедливость, приводя в отряд брошенных и непринятых магов обществом, по сути такие же, каким он был сам, создав для них место, которое они действительно могли назвать своим домом. В эльфийской арке данный персонаж сформировался в действительно заботливого командира отряда, готового превзойти свой лимит для того, чтобы любой ценой защитить своих близких. Хотя его странности все же остались при нем. Однако здесь был замечен не только моральный рост персонажа, но и его способностей, ведь глупо будет отрицать, что Ями не внес ощутимый вклад в победу над дьяволом Загридом. В арке же Королевства Пик нам прям таки конкретно сказали о уникальности магии тьмы и ее связи с преисподней, благодаря чему можно будет открыть врата Клепот. И эта уникальность вновь приведет нас в начало истории Ями Цукихира, в момент, когда он считает, что умер для страны Хина, унеся с собой тайну прошлого. Однако сейчас в финальной арке, находясь при смерти от рук своего восставшего товарища, этот персонаж переродится. И я не имею в виду, что он станет паладином или что-то подобное, а то, что с раскрытием правды мы лицезрим настоящего Ями, того, кто наконец примет свое прошлое. К тому же все для того, чтобы сдвинуть этот процесс с мертвой точки, есть уже все триггеры. Его сестра Ичика, единственный его родственник, которую он возможно спас, но как это произошло, только будет раскрываться. Нахт, которому он не смог помочь, из-за чего тот пошел не тем путем. И Морген, которого он не успел спасти. Все трагедии с ними произошли в разных местах и в разное время, но всех их связывает одно, и Ями станет ключом к этой разгадке. Также мне было интересно, что же конкретно будет ждать Цукихира в этом будущем, поэтому я решил спросить, что же вообще думает об этом искусственный интеллект. Его ответ: просто убил. Он хоть и выразился образно, что Ями сразится с главным антагонистом, однако я не думаю, что он имел в виду Люциуса. Вероятнее всего, капитан Черных Быков сразится с корнем всех его страданий, дьяволом Люцифугусом, который сейчас находится в паладине Моргене, и в этой битве Ями героически пожертвует собой. Информацию ИИ брал из последних обновлений, и тут уж гадай, придумал он все это, или же Ями действительно умрет в финале битвы в королевстве Клевер. Хотя я буду все же верить в лучшее. И также не забывайте, что прочитать свою любимую мангу и не только вы сможете на remanga.org. А на этом ролик подходит к концу. Пишите в комментариях, что вам понравилось, а что не понравилось, и несколько комментариев попадут в следующие ролики. Если тебе понравился ролик, тогда лайк и подписка для меня будет лучшей благодарностью, а также не забываем про колокольчик, ведь в последнее время не всем приходит уведомления. Всем спасибо за ваш просмотр, мирного неба вам над головой и всем пока-пока.